заявлением Владимира Зеленского про ядерное оружие, и уже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что спецслужбы Запада будут проверять, насколько у России есть... У России есть. У России есть, да. Здесь спору нет. Здесь проверять ничего не надо. Здесь точка. Да. Насколько у Украины есть возможность создать, не знаю, ядерное оружие, либо оружие массового поражения. Что ты думаешь на эту тему? Ну, по-моему, эту тему первый раз поднимали еще 2 года назад. Заявление все того же Зеленского о том, что раз Будапештский меморандум не соблюдается, то мы начнем восстанавливать свою ядерную мощь. Трудно, конечно, вот такой концентрированный ум комментировать. Будапештский меморандум, все в куче, ядерная мощь Украины. На территории Украины в свое время было размещено стратегическое ядерное оружие Советского Союза, это правда. Было соглашение всех стран, на территории которых такое оружие имелось, вернуть его России. Собственно говоря, это сделала Беларусь, это сделала Казахстан, это сделала Украина. Украина затребовала себе в свое время отдельных плюшек. Ну, денег хочется, это же традиция. Деньгами не дали. По соглашению тройственному между США, Россией и Украиной была обозначена некая сумма, которую Украина получила в виде ядерного топлива для атомных электростанций. То есть, после этого говорить, что кто-то что-то не соблюдает, конечно, можно, язык же без костей. То есть, Будапештский меморандум здесь точно ни при чем. Наличие ядерного оружия у Украины точно ни при чем. Денег им хотелось настолько плотно, что они отказывались заниматься работами по ликвидации шахт и прочему. Американцы за свой счет сделали, в общем, все было аккуратно закончено. Что касается ядерного оружия, ну, есть 2 способа создания. Либо за счет оружейного плутония, то есть плутоний-239 с частотой более 84%. Для этого необходимы уран-графитовые реакторы. Специальная технология для наработки. Осваивали ее, собственно говоря, в 40-е годы прошлого века в США и затем в России вынуждены, чтобы не попасть под американскую демократизацию. Есть ли такие возможности у Украины? Ответ – нет. Теоретически можно было бы, конечно, нарабатывать плутоний на Чернобыльской атомной электростанции, уран-графитовые реакторы, РБМК-1000, но она остановлена полностью, не только аварийные, но и все остальные выключены, так что с этим не пройдет. Не получится, перезапустить их по новой уже невозможно, и топливо для реакторов РБМК-1000 производят только в России. Ну, соответственно, вычеркиваем. Создавать с нуля уран-графитовый реактор, промышленный, так называемый, ну, Советскому Союзу, напомню, на это понадобилось именно промышленный 3 года с лишним. У Соединенных Штатов ушло 2 года, но у них программа ядерная стоила тогдашних $2 миллиарда, нынешних, ну, порядка 400. Если пересчитать по курсу стоимости золота. Украина, конечно, богатая страна, поэтому на всякий случай просто вычеркнем. Нарабатывать плутоний на тех реакторах, которые стоят на 3 атомных электростанциях на территории подконтрольной Киева, невозможно. Это другой тип реакторов, водно-водяные, на них ничего не получится. Остается еще один вариант. Атомное оружие можно создать на базе урана-235. Нужно просто, чтобы его частота была где-нибудь поближе к 90%. Для этого требуется либо диффузионное обогащение, либо на газовых центрифугах. Ни того, ни другого нет. Помощников здесь не предвидится. У Соединенных Штатов своего обогащения урана нет от слова совсем. Если не считать завода европейской компании «Юренко» на их территории. Компания «Юренко», в свою очередь, занимается только энергетическим обогащением до 5%. Никаких разговоров. Это не частная лавочка, это 3 государства: Франция, Англия, Германия. Соответственно,
тоже сколько-то лет и так далее, и так далее. Я не думаю, что ради удовлетворения амбиций мистера Зеленского 3 государства пересмотрят устав своей общей компании, перейдут на создание ядерных боеприпасов, ближе к фантастике. Ну, остаются еще 2 запасных варианта. Что касается газовых центрифуг, то, в принципе, можно попытаться договориться с Исламской Республикой Иран о газовых центрифугах и ИР-2, которые сейчас по соглашению с МАГАТЭ не работают. Они созданы, но не работают. Обогащение урана в Иране идет на ИР-1. Ну, в принципе, можем попробовать. Сколько-то лет, сколько-то денег. Еще можно, конечно, попробовать договориться с Корейской Народно-Демократической Республикой, не присоединившись к договору о нераспространении ядерного оружия. И, судя по общему мнению экспертов, там идет наработка именно плутония на уран-графитовых реакторах. Тоже можно лет за 10 каких-нибудь управиться. Ну, правда, я не знаю, какие условия выставит Ким Чен Ын. Так что здесь большие успехи. Можно попробовать поговорить с Пакистаном, с Индией, с Израилем. Каких-нибудь лет 10 плотной работы. Правда, непонятно, кому работать, потому что с физиками и атомщиками на Украине в последнее время сложно. Не хотят они почему-то работать вот на этой территории, куда-то в разные страны разъезжаются по специальности работать. Значит, единственное, что остается, что, по-моему, сегодня отметил и господин Медведев, грязная бомба. Вот для этого точно все есть. Изготавливать ее можно из облученного ядерного топлива. Вот чего-чего, а этого на Украине точно хватает. Напомню, что в Чернобыльской зоне построено центральное хранилище облученного ядерного топлива, куда его и свозят вот с тех 3 атомных электростанций. Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская. Что такое грязная бомба? Ну, собственно говоря, к любому артиллерийскому снаряду, ракете, к чему угодно. Какая-то емкость, которая будет на той или иной высоте взорвана, и, соответственно, высокоактивные отходы обеспечат заражение территории до состояния ее непригодности. В облученном ядерном топливе много чего есть, в том числе не только стронцы с йодом, у которых период полураспада 30 лет. То есть как-то можно с этим бороться. Но там есть и минорные актиниды, а это заражение уже на десятки тысяч лет, либо необходимость проведения целого комплекса работ. Тебе, как уроженцу Минска, я думаю, это прекрасно известно, сколько лет заняла борьба с тем, что осталось после Чернобыльской трагедии. Вот от этого мы не гарантированы, а с учетом бесконечных требований Зеленского предоставления дальнобойных каких-то вооружений, ракетных, там, артиллерийских, чего угодно, но это такой совершенно серьезный риск. Вот здесь никакие лаборатории не требуются, меры радиационной защиты для работы с такими материалами в наличии есть. Больше, в общем-то, ничего и не надо. Правда, не исключены какие-нибудь эксцессы при самой стрельбе, но специалистов по стрельбе у киевского режима вполне достаточно. Ну, с одним проблема, следующей постоянно. Ничего страшного. Вот. То есть, если говорить серьезно, то риск того, что возникнет грязная бомба, то есть не будет самого ядерного взрыва, не будет цепной реакции неуправляемой, но то, что можно получить заражение местности туда, куда долетят или артиллерийские, или какие-то ракетные варианты, это есть. С учетом того, что Бельгия собирается в каком-то массовом количестве передавать эти старенькие F-16, могут быть любые эксцессы, с учетом того, что в явном неадеквате находится киевский режим, чего от него ждать. Я думаю, что дальнейшие вопросы должны решить, наверное, может быть, в нашем Министерстве обороны, может быть, еще как-то. То есть, классическое атомное или ядерное оружие нет, нереально. Грязная ядерная бомба, да, совершенно возможно. И поскольку об этом неоднократно уже говорится, это не первое заявление. Опасаться надо всего. И, может быть, сегодняшнее высказывание Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, о том, что спецслужбы Европы будут проверять вот это заявление Зеленского, которое он начал отзывать назад, как пролитую воду в бутылку не собрать. Вот такая обстановка.
Я Если понял. Ну, коротенько. надеюсь, что как бы хватит здравомыслия, в том числе и в Киеве, не переходить какие-то грани по созданию вот подобного. Муссируются еще какие-то странные слухи, что могут использовать в Кировограде месторождение «Желтые воды». Но урановые хвосты, там, наоборот, меньшее количество урана, чем в природной руде. То есть, вот это точно нет. Но то, что работали исследовательские реакторы, осталось облученное ядерное топливо, работают энергетические реакторы, есть облученное топливо. Вот это правда. Все остальное мало реально. Ну, а что касается урановых месторождений на территории Украины, прежде всего в Кировоградской области, немножко в Днепропетровской, немножко, ну или как ее там сейчас называют, немножко в Николаевской, но это можно сделать отдельную передачу, потому что обычно говорят про месторождение «Желтые воды», которое было полностью выработано еще в начале 70-х годов, ну как-то вот привыкли так говорить. Там 17 месторождений в общей сложности, плюс 2. Ну, это про Кировоградскую область, там тоже какое-то новое название, не хочу учить, надеюсь, что это временно. Плюс 2 месторождения в Днепропетровской, одно в Николаевской области. Содержание урана бедненькое, но с учетом некоторых особенностей режима тоже могут быть какие-нибудь варианты. Правда, денег нет, поэтому пока ничего не работает. К шахтам, но только не к урановым, а к угольным перейдем. Западные средства массовой дезинформации подняли большую волну о том, что Украина останется без единственного месторождения коксующегося угля в районе Покровска, который сейчас активно штурмуют наши боевые части, предрекают крах всей сталелитейной промышленности Украины. Насколько, на твой взгляд, эта ситуация соответствует действительности? Слово «крах» я одобряю. Все правильно. Необходимость возврата Покровска на родину, в родную гавань, тоже совершенно очевидно. Держу кулаки, чтобы все получилось. Что касается черной металлургии Украины, это господин Ахметов и вот это месторождение, шахта в Покровском, это тоже его собственность. Объем добычи там и так снижался, поэтому если говорить о тех заводах, которые еще остались в строю, продолжают работать на подконтрольной Киеву территории, 70% коксующегося угля импорт. Ну, будет 100%. Или он закроет часть заводов. То есть сказать, что это будет крах, промышленность там и так падает весьма стремительно. То есть, да, тяжело, но сказать, что это критично и что-то невероятное. Коксующегося угля в мире много. Черноморские порты на подконтрольной Киеву территории по-прежнему в строю. Правда, время от времени там фильтр работает, и некоторые грузы вместо того, чтобы плыть к берегу, падают на дно. Ну, так бывает. Уголь к таким материалам не относится, так что вполне может найти новый источник, но это, естественно, зависит уже не столько от киевского режима, сколько от изворотливости господина Ахметова, которого он неустанно демонстрирует уже не один десяток лет. Захочет, найдет. Может быть, даже с поляками каким-то образом договориться. В том случае, если по морю неудобно, то можно через Польшу что угодно доставить. Железная дорога по-прежнему в строю. Так что, да, тяжело, но сказать, что это нечто из ряда вон, не получается. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет
того, что у нас имеется страница на sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.